Итак, друзья, как вы помните, недавно мы выпустили видео на YouTube, в котором я реагировал на видеоролики пробуждения. Мои продюсеры решили меня этим помучить, но, видимо, всем это понравилось, так что мои мучения продолжились. Что ж, поехали. Всем привет! У вас есть дружелюбный женский альтер-арт. И в сегодняшнем видео мы поменяемся. В этом видео я и Алекс поменяемся местами. Прошу, поставьте нам лайк, потому что нас точно будут называть фальшивыми. Что ж, начинаем. Всем привет, это Алекс из системы А. Причина, по которой я и Арт можем так быстро переключиться, в том, что мы были в системе дольше всех. Мы оба были в системах с раннего детства. Вы думаете, Бог остается на небесах, потому что он тоже живет в страхе перед тем, что он создал? Например, переключаться между мной и Ашером намного дольше. Спасибо. Сперва я подумал, что этот человек действительно собирается совершить какой-то инженерный подвиг, так как он говорит о каком-то быстром переключении. Я подумал, ух ты, собираемся собирать компьютер. Но нет! Мы просто собираемся продемонстрировать некоторые симптомы довольно серьезного психического расстройства. И с нами обращаются так, как будто это признак не только хорошего самочувствия, но и более высокого уровня искусства, который она и Алекс, который он. Это один и тот же человек. И небольшая смена голоса не делает вас другим человеком. Если у вас действительно расстройство личности, до такой степени, что вы действительно в это верите, вам нужно обратиться к психиатру. Это серьезное психическое расстройство. Жуть. Что вы думаете о теории плоской Земли? Она плоская. То есть вы за эту теорию? Да. Мой дядя однажды. Я из штата Мэн, и я ловлю омаров. Так вот, мой дядя однажды сел в свою лодку и поплыл. Может, даже проплыл 5-километровую линию до самой Канады. И я, клянусь богом, мы никогда больше не видели этого ублюдка. Он проплыл весь путь в сторону Канады, и я лично считаю, что он уплыл за край земли. Но всегда есть Марианская впадина, и вы знаете, что она раскалывает землю пополам, так? Ну так и если просто туда упадете, то вот вам край земли. Да? Да. Хорошо, я чувствую, ты сможешь это выяснить. Они это серьезно? Ты серьезно? Это должно быть шуткой, да? Если они шутят, то это действительно смешно. Если они не шутят, это еще смешнее, но грустно, потому что такие люди еще могут и голосовать. Время рассказа. Это был мой первый год в дошкольном учреждении с собственным классом, где я преподавала вместе с другим квир-нейродивергентным педагогом. И мы оба так зажигали в этих классах. Мы говорили и о гендере, и о цвете кожи, о согласии и сочувствии, о наших телах и автономии. Это было потрясающе. Но команда преподавателей меняется, и к нам присоединяется новый человек с многолетним опытом. И вот сегодня за обеденным столом, когда речь зашла о гендере и гениталиях, один из наших учеников прямо сказал: «Я сегодня девочка, но я знаю, что учитель Ко не девочка. Нет, они NB». И выражение лица нового учителя было бесценным. Она в хорошем смысле была просто шокирована. Она просто посмотрела на нас двоих и сказала: «Этот класс невероятен, и я так впечатлена». Заберите срочно своих детей от этих людей. Пап, ты можешь меня забрать? Мне страшно! Эти люди не должны быть рядом с вашими детьми. Они внушают двухлетним детям мысль, что они могут менять свой пол каждый день. Это абсолютная ложь, это неправда. Это мусор. Это запутывает детей, это делает их более подавленными. Это делает их психически больными. Это очень-очень большая проблема. Зачем вообще отдавать своих детей в руки таких людей? Почему? Этот человек кажется вам разумным, который учит двухлетнего ребенка своим гениталиям. Вы что, совсем из ума выжили? Я, честно говоря, не виню ее, не вините эту женщину, я виню родителей, которые, черт возьми, решили отдать своих детей этому человеку. Она взрослый человек и может делать все, что захочет. Сейчас она хочет называть себя NB, или Винби, или Вхумби, или Гамби. Мне все равно. Но если вы говорите о том, чтобы отдать маленьких детей на растерзание этой идеологии, то вы плохой, ужасный родитель. Знаете что? Вы правы, дети не выбирают свой пол, когда рождаются. Дети. Это дети в первую очередь. Во-вторых, пол и гендер — это две совершенно разные вещи. Младенцам приписывают пол при рождении, основываясь на их гениталиях. Гендер — это скорее твое представление о себе. Это то, как ты определяешь и чувствуешь себя. Когда мой ребенок станет достаточно взрослым, он скажет мне, кем он себя чувствует и какие местоимения предпочитает.
Я плачу вместе с этим ребенком. Это же безумие, навязывать ребенку представление о том, что он сам выберет свой пол. Мы знаем, какого пола ваш ребенок. У мальчиков есть пенис, а у девочек вагина. Своеобразный картезианский дуализм между душой пола и человеческим телом, в который эти люди якобы верят. Это просто безумие. И это печально, когда это применяется к детям. Это не исполнение основных родительских обязанностей. Ваша задача, как взрослого человека, вести ребенка по жизни, а не сидеть и ждать, пока ребенок скажет вам, какой, по его мнению, у него гендер. Любой врач, который говорит, что детям приписывают пол при рождении, не должен быть врачом. Вас следует поместить в психбольницу. Мягкие стены! Мамочкина собачка может передавать ковид. Я не знаю, привита ли собака, поэтому мы должны быть очень осторожны. Собаковрач Фаучи говорит. Отвратительно! Это адресовано тем, кто обижается, когда их называют колонизаторами. Так что если вы не такие, можете продолжать прокручивать видео. Я никогда больше не хочу видеть или слышать, как вы говорите, что вы не должны сталкиваться с последствиями деяний ваших предков. Вы должны. Потому что сейчас вы пользуетесь системой, которая была построена вашими предками посредством их деяний. В тот же самый момент коренные жители, такие как я и даже более молодые поколения, все еще чувствуют последствия действий ваших предков. Так что я повторяю, не заходите на мою страницу или на страницу любого другого аборигена и не говорите, что вы не должны сталкиваться с последствиями действий ваших предков, потому что это полный бред. Честно говоря, языческий трайбализм — это когда вы начинаете говорить, что ваши предки делают вас ответственными за все, что они делали в прошлом, и поэтому мы должны наказать вас. Это как редактура библейских ценностей. Вы читаете Кодекс Хаммурапи, где говорится, что дети могут быть наказаны за грехи родителей, а Библия говорит, что этого быть не должно. Очевидно, что история имеет последствия, так? Некоторые из последствий этой истории ужасны, некоторые хороши. Например, это конкретная коренная американка. Скорее всего, использует какое-то сложное телефонное оборудование, чтобы снять видео и разместить на китайском сервисе TikTok. У цивилизованного развития есть много последствий. Некоторые из них хорошие, некоторые плохие. Но предполагать, что люди сегодня должны расплачиваться за грехи, совершенные людьми в 1828 году, кстати, ложь одна из многих, которую также рассказывают о колонизации и племенной войне. Якобы она началась с Запада, что в корне неверно. Племена коренных американцев воевали друг с другом до кровавого месива на протяжении веков до прихода людей с Запада. Это не оправдание для завоевателей с Запада. Это реальность истории. Но представление о том, что я праведный, потому что мои предки стали жертвами, в то время как вы неправедны, потому что ваши предки были жертвами в конкретной ситуации, это рецепт бесконечной племенной войны. Итак, вывод из видеороликов TikTok. Это кучка людей, у которых серьезные проблемы, которые отравлены интерсекциональным пробуждением сегодняшнего дня. Идеологическая левизна — это абсолютная раковая опухоль. Посмотрите, как он засорил людям головы. Это рак! Посмотрите на безумие, которое они проповедуют и считают, что за них надо болеть. Самое страшное в этом то, что миллионы маленьких детей будут смотреть этот материал. Во многих случаях это маленькие дети смотрят видео, где им это все внушают. В нашей культуре что-то серьезно не так. И именно в этих видеороликах мы это наблюдаем. Спасибо за просмотр. Если вы хотите увидеть, как меня еще немного помучают мои продюсеры, в комментариях дайте нам знать.